Всем привет! Начинаю новую торговую сессию. Сегодня у нас 22 число. Начинаем мы сегодня торговлю со 148. Риск на день у нас по-прежнему остается $6. Стандартный мой сейчас стоп-лосс после недавнего увеличения рисков остается $1.50 на одну сделку. Мне нельзя не превышать данный, скажем так, стоп-лосс, точнее увеличивать риски, нельзя перезаходить в сделку. То есть, если я сейчас словлю стоп-лосс в какой-то монете, то мне в нее нельзя будет заходить второй раз. По крайней мере, за данную торговую сессию. Это как минимум такие несколько основных правил, на которые я буду опираться. И в принципе сейчас опираюсь в торговле. Поэтому начинаю поиск монет. Давайте ее откроем по скринеру. И будем искать интересные для нас ситуации. Банана. У нас растет банана прямо на глазах. Ой, кстати, какое сильное движение в 5%. Можно здесь будет сейчас поискать точку входа какую-то. Возможно, здесь по умолчанию я буду искать точку входа в шорт, так как мы видим, что рынок у нас, в принципе, на этой монете растет. Большинство трейдеров для это уже будут рассматривать как возможность заходить в лонг по тренду. Также начинается импульс, это знак того, что мы продолжаем рост. И в принципе на каком-то откате попытаются даже вот здесь. Многие могут попытаться зайти. Так, все. Открыл первую сделочку со стандартным стоп-лоссом в 1%. Надеюсь, это был не маленький стоп-лосс. Давайте выставим сразу в токенах. Так, а тут немножко... Вот, все. Видно. Я открылся на 22 тысячи токенов. И постараемся взять, наверное, здесь, если импульсом, то стандартное движение в 1%. Если же будет какое-то плавное движение, то возможно 67,46 примерно. Давайте поставлю стейк профит. Вот сюда. Если будет импульсом меня заберет, то возьму стандартное движение в 1%. Если начнет медленно падать, дая возможность большему количеству трейдеров заходить в лонг, то немножко потянем и возьмем даже чуть поменьше движения, точнее чуть побольше движения. Я рассчитываю на то, что тут большинство трейдеров увидело дальнейшие движения вверх и будут пытаться зайти на сильные движения, на продолжение движения. Также мы сейчас стоим возле такого небольшого зеркального уровня. Плюс вот это небольшое движение вниз может быть воспринято как откат. И на нем также смогут заходить в лонг. Поэтому тут очень много факторов на то, что нужно было шортить против большинства. Это основа моей стратегии. Вот, кстати, мы особо и не идем прям быстро. Закроет меня, либо же... Ладно, мы не видели прям резкого импульса. Тут такое чувство, что можно немножечко потянуть и взять чуть побольше. Я уже мог закрыть свой стандартный take profit 1 к 1, но я вижу, что цена идет медленно, как я вначале говорил, тем самым дая возможность докупаться все ниже и ниже и ниже тем, кто желает. Плюс, если кого побрило вот здесь, там, где у меня стоял take profit,
Они, в принципе, могут перезайти, поэтому уже вот этого места я буду брать 1%. Это, кстати, как раз за круглое число 67. 67 это довольно-таки приятное место, за которое также могут ставить свои стоп-лоссы. Людей любят ставить за круглые числа свои стоп-лоссы. Поэтому просто ждем. 1 к 2 получилось соотношение. Наверное, я, возможно, здесь руками закроюсь, потому что нету какой-то сильной уверенности, что прямо сейчас пойдем цена вверх. А если начинает уменьшаться уверенность в лонгах, то люди могут заходить в данном моменте уже шортить. А есть риск стать в ту же сторону, куда стоит большинство трейдеров. Мне такое не нравится, поэтому и лучше там несколько центов не доберу, но закроюсь в профит. Так что вот так. Первая сделка довольно-таки хорошая и взял соотношение где-то 1 к 1,5. Смотрим дальше. Кстати, если вот здесь случится такой откатик небольшой, либо же довольно-таки несколько больших зеленых свечей, то это может вернуть веру в то, что мы дальше полетим. И откат закончен. Поэтому если ждут какой-то остановки, либо же просто быстрого вката вверх, это замотивирует людей перезайти и снова открыть лонг позиции. Поэтому на таком бы движении я снова открыл свою сделку в шорт. Хм, что в принципе и происходит. Но довольно-таки вот этот импульс должен быть с небольшой остановкой, либо же с небольшим откатом, чтобы его выкупили, потому что должна появиться возможность зайти в лонг. То есть если будут просто импульсы вверх, то никто не успеет на импульсах зайти. Может там единица. Но если начнется какой-то откат, либо же показательное какое-то движение вверх, то на этом уже трейдеры смогут спокойно зайти, поставить себе спокойно стоп-лосс, и на этом мы сможем сыграть. Вот, кстати, как сейчас, вот началось замедление. Мы увидели импульс, это уже знак того, что мы пойдем дальше вверх. И небольшое такое замедление. В принципе, уже вот здесь могут заходить в лонг. Но я хотел бы, чтобы перехай был. Вот этого. Ждал я около получаса. Видите, все вот это накопление, которое он 29 баров написано. Так что, но сейчас все-таки подходим к точке моей входа. Как я и говорил, я хотел заходить примерно вот на пробой примерно 68 в этом диапазоне. Также почти случилась отмена сценария. Если бы вот здесь пробили минимум, то есть собрали стопы за вот этим вот минимумом, то это была бы для меня отмена сценария, и эту монетку я уже не рассматривал. А так как мы видим сейчас, что тут она просто цена остановилась и все же пошла дальше вверх, как мне кажется, вот здесь за вот этой ценой 66,8 стоит много еще стоп-лоссов, за которые мы можем в теории пойти собирать. И также как бонусом еще один плюс для входа мне здесь в шорт, мы видим плавное такое относительно движение вверх, тем самым дая возможность трейдерам открыть позиции в лонг. То есть нет вот таких резких импульсов, как мы видели раньше. На таких импульсах обычно никто не успевает открыть позицию. А вот на вот этом движении оно довольно-таки уверенное, что дает плюс нам заходить в лонг, но при этом недостаточно резкое, чтобы не дать зайти. Это также приятный бонус для входа
нам здесь в шорт. И я думаю, как только от 68 начнем пробивать, главное тоже, чтобы плюс-минус было не очень быстрое движение, и я открою шортовую сделку. Вот мы, кстати, поджимаемся. Сейчас посмотрим. Так, мы его пробили, немножечко стоим. Зашел я в шорт. Пытался думать как лонгист. Если бы я хотел здесь лонговать, то я, в принципе, вот сейчас бы как раз и заходил в лонг. Довольно-таки сильные сигналы, что мы пробили прошлые максимумы. Движение уверенное вверх. И поэтому решил зайти в данном месте. Будем ждать, наверное, все же полноценного разворота. Потому что, ну, 2% движения попытаемся взять. Воу. Случился очень резкий импульс вверх, и меня закрыло по стоп-лоссу. Я видел, что это несколько монет тут, еще и другие были импульсы. Возможно, это связано, но, к сожалению, у меня здесь убыток. Давайте еще быстро посмотрю, не размазало ли меня, потому что я заходил со стоп-лоссом в $1.50, а меня закрыло всего, кстати, минус доллар. Размазало в хорошую сторону. Приятно. Все, просто зашел в позицию. Надеюсь, не зря. Это третья сделка по вот этой монете. Я просто хочу взять свой 1%. Давайте выставлю take profit. Это должна быть быстрая сделка. На то, что мы... Так, процент это, кстати, плюс-минус за вот этот максимум. Так что 70-67. 70-70 примерно. Вот здесь все. Take profit выставлен. Пока, к сожалению, идет больше, ближе к стоп-лоссу. Но посмотрим, как закроется эта сделка. Я еще немножечко добавился. Чисто потому, что мой, скажем так, риск всего увеличился на 20 центов, но потенциальное движение, которое я могу взять, то есть take profit увеличился на большую часть. И закроюсь я по рынку. Все. Я не наглею, закрылся просто по рынку. На удивление, все же было импульсное движение в 1,5%. Просто я зашел чуть по хуже цене. А так бы мой take profit стоял ниже, если бы я заходил с большинством трейдеров вот в этом диапазоне. Так что получилось, что все же я был прав. Случилось резкий импульс вверх. И получилось взять у меня профит. Так, посмотрел я монеты. Больше в данный момент никаких интересных ситуаций я не вижу. Есть только монеты, на которых нужно ждать прям довольно-таки долго, как мне кажется, точку входа. А я уже так морально подустал. Час просидел, поторговал. Поэтому нужно морально отдохнуть. Начал я эту торговую сессию с баланса $148. Сейчас 151. Плюс $3 и где-то 2% к депозиту. Так что довольно-таки неплохая торговая сессия. Буду на этом заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел.